the challenge of globalization, that the government might put extra effort in education, for example, to help raise the education level, to make sure that the American worker could compete more effectively. Ну, можно было бы, конечно, и разумно было бы предположить, что раз идет такая глобализация, то правительство страны должно было бы, может быть, больше субсидий выделять на то, чтобы помочь получить образование низкоквалифицированным работникам, немного помочь, как-то, может, субсидировать заработную плату. You might think that the American government would face the competition by increasing the investment in research and development. Можно было бы, конечно, здраво было бы предположить, что государство захочет как-то противостоять этой конкуренции, связанной с глобализацией, с тем, что, может быть, создать новые рабочие места для людей, создать им какие-то новые возможности. You might think that the U.S. government would respond by investing more in the infrastructure to improve competitiveness. Разумно было бы предположить, что правительство в такой ситуации должно больше, может быть, инвестировать в инфраструктуру, чтобы увеличить потенциал и конкурентоспособность страны. Unfortunately, none of those things happened. К сожалению, ничего из этого не произошло. Rather, everything I said was done backward. Можно даже сказать, что все, что я упоминал, что хорошо было бы сделать, не то, что не было сделано, а был такой откат еще, то есть еще хуже все, наоборот, все было сделано. The government cut the tax rates, especially on the rich, and cut the level of government spending for education, infrastructure, and science. Государство все сделало с точностью до наоборот, то есть оно в значительности снизило ставки налогов для очень богатых, для крупных корпораций и не сделало никаких дополнительных затрат в неокр, в образование и другие сферы, в инфраструктуру. Partly it had to do with the end of the Cold War. Ну, может быть, отчасти это также имело отношение к окончанию холодной войны. Because we went so far to say no government at all. You see, government doesn't help the economy, so we should just stop investing in education, investing in science, investing in infrastructure, that the U.S. responded to the challenge of globalization almost backward, in my opinion. И потому что раньше говорилось, что вот у нас демократия, государство не вмешивается. Вот оно и ничего не стало делать. Оно никак не делало никаких инвестиций в инфраструктуру, в образование, в неокр, в развитие вообще науки и инноваций. Как раз стало делать все наоборот. То есть произошел вот в плохом смысле такой откат на плохие позиции. So the first thing is the tax rate. This is a graph showing the top tax rate faced by the richest people in the society. Первое – это налоги, ставка налога. Здесь вот вы видите на первом графике, это ставки налогов для самых богатых в Америке. And what you can see is that when President Reagan came to power, the first thing that he did was to reduce the top tax rate from around 70% to 28%. Is it corporate tax? This is personal income tax. И когда пришел к власти президент Рейган, прежде всего, что он сделал? Он снизил уровень дохода для физлиц с 70% до 28%. And then the налога, это я согласен. And then the rate remained at that relatively low level. It bounced up a little bit, but it stayed low up until today. И после этого вот эта ставка налога оставалась достаточно низкая. Она потом слегка повысилась, но вот до нынешних времен практически она все равно очень низкая. The second thing that happened was an extraordinary shift of income to the very richest people in the society, partly because of the tax cuts, and partly because of the rise of corporate power, and partly because of the rise of the CEO's salary. Ну и потом, что произошло, что действительно налоги
оставались очень низкими, то есть значительно повысились еще доходы, опять-таки, самых же богатых людей, высшего руководства компании. Из-за чего? Потому что не повышались налоги, для них они были очень низкими. Все время повышались зарплаты и оставались низкими налоги для высшего руководства компании. Look at the black line. That is the share of income earned by the top 1% of the households. Вот посмотрите, черная линия – это доходы населения самых богатых, то есть вот буквально самых богатых слоев населения. And you can see that it has a kind of U shape. It starts very high in the 1920s. И вы видите такую форму латинской буквы У, очень высокий был уровень в 1920-е годы. Just before the Great Depression. До Великой депрессии. Then, when the Great Depression comes, followed by World War II, followed by the 1950s and 1960s and 1970s, the share of the top 1% goes from around 25% of the total income down to around 8% of the total income. И вот вы смотрите, вот началась дальше, после 1920-го, Великая депрессия, дальше, значит, Вторая мировая война, и потом 50-е, 60-е годы прошлого столетия. И тогда вот для этого самого высокого, вот этой верхушки топ-1 населения, снизились уровни доходов с 20, то есть с 25% на 8%. До 8%, в смысле, до 8%. Then from 1980 till now, the share of income earned by the top 1% rises from just 8% all the way up to 25% of the total income. In other words, the rich become super rich. А здесь вот, начиная с 1990 года и по 2000-е, вот по нынешние времена, вот среди этих самых богатых, вот, которые топ-1 здесь, доходы, которые упали было с 8% тогда, увеличиваются опять на 20%, до 25%, к общему уровню. И получается, что богатые становятся еще богаче, богатые богатеют еще больше. And while I can't elaborate on all of the reasons why I believe this occurred, I think it is a combination of the globalization and the politics working together. Я могу объяснить, почему в целом это происходит. Это комбинация сочетания глобализации и политики. Now, the next thing that happened, very strange, was that because of the tax reductions, of course, our budget deficit became large. Дальше стали происходить тоже такие достаточно любопытные вещи. Естественно, поскольку налоговые ставки были снижены, то бюджетный дефицит стал расти. President Reagan told us we shouldn't pay taxes anymore. Президент Рейган нам вообще объявил, что мы больше даже и не должны платить налоги. He wanted to cut government and cut taxes, cut government spending and cut taxes. То есть он хотел что сделать? Сократить количество государственных чиновников, сократить государственные расходования и сократить налоги. He cut government spending a little bit, but cut taxes even more. Но государственные расходования он сократил чуть-чуть, а налоги очень сильно. And created a period of deficits almost every year, serious deficits. И стал создавать вот такие вот периоды дефицитов, то есть вот с каждым годом дефицит рос все больше и больше, очень серьезный дефицит бюджетного пространства. Now, what also happened is that the government stopped making proper investments in key areas of the economy. Что же еще произошло? Государство перестало осуществлять ключевые инвестиции в очень важные сектора экономики. The first graph in the upper left is the spending on education and training. Вверху слева график первый – это инвестиции в образование и тренинг, и сюда, наверное, относится